В мире осталось не так много мест, где люди ведут один и тот же образ жизни, в течение тысячелетий, практически не меняя быт, условий труда. Одно из таких мест – Центральная Азия, земля кочевников. Как им удается сохранять традиции, для чего они кочуют и как это происходит? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправились в республику Тыва. Поздней осенью или в самом начале зимы, когда в горах уже падает первый снег, а в степи по утрам на траву ложится иней, в долинах Тывы начинается большое движение. Чабаны снимаются со своих осенних пастбищ и начинают кочевку на зимние стоянки. По разнообразию природы Тыва, пожалуй, не знает себе равных. Здесь, на небольшой территории, можно увидеть практически все типы земных ландшафтов. Пустыни и степи, таежные леса и тундры. Во всех этих зонах можно побывать, порой проехав всего 100 километров. Такие уникальные природные условия связаны с местоположением и рельефом Тывы. Республика находится в самом центре Азии. Со всех сторон ее защищают горы, только с юга она открыта степям и пустыням Монголии. Две горных системы, вытянутых в широтном направлении, пересекают Тыву. На севере западный Саян, на юге Танну-Ола. Между ними находится Тувинская котловина, родина большинства кочевников Тывы. Одна из важнейших рек котловины – Хемчик, приток Енисея. Местами Хемчик бежит между гор. Здесь его берега – это обрывистые скалы, а вдоль его русла встречается множество перекатов и порогов. Местами берега словно раздвигаются, и река течет по широкой долине, подобно течению Хемчика и жизнь кочевников. Осенью их юрты стоят в речной долине, богатой травой, но близок час, когда чабаны отправятся в горные ущелья, где проведут зиму. Из-за гор солнце поднимается быстро. Оно еще хорошо согревает землю. Вскоре его лучи рассеют холодные туманы и растопят иней. Начинается один из обычных дней семьи Чабана. Да и сама семья типичная для этих мест. Животные терпеливо ждут, когда их выпустят на пастбище. Тувинцы называют коз и коров животными с холодным дыханием, а овец и коней с горячим. Их любят больше. Впрочем, относятся к тем и другим с одинаковой заботой. Вот долгожданное время пришло. Вслед за стадом уезжает пастух,
а малыши остаются дома. Каждый чибан на протяжении многих лет использует одни и те же пастбища и сам отвечает за них. Ведь богатые травой земли – жизненный источник кочевого скотоводства. Испокон веков существовали законы о сохранении и защите пастбищ. Например, установленный Чингисханом их засак, который можно считать одним из первых в мире законов о природоохране. Степь требует к себе бережного отношения, поэтому каждый участок Тывы давно распределен между скотоводами. Стада обычно пасутся недалеко от стоянки, а к обеду пастух и вовсе пригнал их совсем близко, чтобы сходить домой. Пока глава семьи пасет стадо, жена работает по хозяйству. Впрочем, сегодня все-таки не совсем обычный день. Собрались родственники. Большинство из них не чибаны, работают в поселках. Но скоро перекочевка, и они приехали помочь. В первую очередь нужно починить грузовичок. В центре Тывы теперь мало кто перекочевывает без автотранспорта. Правда, он менее надежен, чем лошадь, но сил у него побольше, если работает. Много можно увезти, поэтому починить его стоит. В Тувинской котловине обычаи изменились больше, чем в других областях Тывы. До сих пор почти на каждой стоянке можно увидеть юрту, но в ней обычно хранят вещи, а жить люди предпочитают в бревенчатых домиках. Однако и здесь старые чибаны хранят верность традициям. Юрта обычно покрывается тканью белого цвета. Он у тувинцев в особом почете. Это цвет мира, спокойствия и благополучия. Старики очень радушны. Их дети разъехались. Только один несемейный помогает, пасет сейчас стадо. А с новыми людьми всегда интересно поговорить. Гостей обязательно нужно напоить чаем, пригласить в юрту. Все, что связано с юртой, сложнейший церемониал. Место хозяина и гостевое место в левой стороне юрты. Территория хозяйки в правой. Гостям ходить туда без ее разрешения нельзя. В жилище главная женщина. Хотя юрту делала семья мужа еще до его женитьбы. Сколько ж лет этой юрте? Наверняка больше полувека. Даже жерди на потолке сделаны по-старинному, из ивы. А сколько перекочевок помнят эти чемоданы? Самое священное место юрты – очаг. Важнейший продукт для тывинцев – молоко. Любимый напиток – чай с молоком. Чай обязательно должен быть зеленым. Варят его с добавлением соли. Неспешно идет трапеза, но быстро летит время.
Вечереет, и скоро с пастбища должно вернуться стадо. Еще один день прошел, в долгой веренице дней. Самая южная котловина Тывы, Упсунурская, находится за горами Танну-Ола. Большинство местных рек берет начало в горах и впадает в огромное соленое озеро Упсунур. Это настоящее внутреннее море котловины. Озеро бесточное. Собирая в себе воды многих рек, оно не дает начала ни одной. Помимо Упсунура, в котловине есть множество других, меньших по размеру озер. Через все эти озера пролегает древний, центральноазиатский путь миграции водоплавающих Западной и Центральной Сибири. Многие тысячи лет бесконечные поколения птиц в своих кочевках останавливаются здесь. Весной по пути на север, осенью направляясь к местам зимовок в Юго-Восточной Азии. Почти все озера котловины соленые. По их берегам нередко можно увидеть солончаки с колючей, словно окаменевшей растительностью. Но солончаки привлекают стада. Животным нужна соль. Есть в котловине и одно пресное озеро – Торыхоль, с кристально чистой водой. Интересно его происхождение. Оно образовалось благодаря пустыне, пески которой запрудили одну из рек котловины. Это самая северная в мире песчаная пустыня. Вероятно, появилась она из-за продолжительного выпаса скота, который свел степную растительность и высвободил постилающие котловину пески. Эти барханы движутся, хоть и с меньшей скоростью, чем в более южных пустынях, потому что зимой порядком промерзают. Пустыня только на первый взгляд безжизненна. Барханы поросли осокой песчаной и другими пустынными видами. Подхваченное ветром, начинает свой путь по пескам перекати поле. Можно увидеть и следы волков, которые любят укрываться среди барханов, уходя со степных просторов. Но, конечно, главную часть Упсунурской котловины занимает степь. Великая степь, знавшая и орды Чингисхана, и караваны шелкового пути, и еще более древние народы, ходившие по ней. От этих народов мало что осталось. Во всяком случае, никаких построек. Ведь юрта кочевника далеко не самое вековечное из жилищ. Но память о тех народах хранится в природных постройках. Всюду по степи возвышаются горы-останцы самых причудливых форм. Возле них всегда можно найти древние курганы. Тыва во многом еще не исследованный археологами край. На севере есть долина царей. Это захоронение скифских правителей, живших более 2000 лет назад. Лишь некоторые курганы раскопаны. Найденные в них золотые изделия древних мастеров
украшают лучшие музеи мира. Но сколько курганов еще не тронуто? Тыва бережно хранит свои древности. Многие останцы не только усыпальницы, но и природные храмы. Это Кижиге, священная гора для тувинцев из рода Соян. За этой расщелиной находится место поклонения. Люди приходят сюда молиться и приносят фигурки, символизирующие их желания. А что обычно желают люди? Дом, семью, детей, достаток. Какие-то просьбы пишут на бумаге. Сколько же надежды и веры разных людей хранит в себе это место. У тувинцев две религии – буддизм и шаманизм. Буддизм пришел сюда из Китая в XVIII веке в своем северном варианте – ламаизме. До 30-х годов прошлого века в Тыве было множество буддийских храмов и монастырей. После они все были разрушены. Но с начала 90-х их стали восстанавливать снова. В каждом крупном поселке есть храм или идет его строительство. В небольших селениях устанавливают молельные барабаны. На них по-тибетски написаны мантры. Вращение барабана, каждый круг которого отмечает колокольчик, заменяет чтение молитв. В Кызыле, столице Тывы, над Енисеем, на вершине горы выложена самая большая по размерам в мире мантра. Это мантра сострадания. И храм в Кызыле называется обителью бесконечного сострадания. Буддизм в Тыве возрождается. И не случайно. Это одна из самых близких к природе религий. Красота окружающего мира для буддиста тесно связана с чистотой души. Люди приезжают из Америки, да, пенсионеры, пожилые люди приезжают, а нам говорят, как вы сохранили свою природу. Чистый рек, чистый воздух, чистый язык сохранили. Вот они вот так говорят. Как вы сохранили? Это нас, нас в крови, это все, понимаете, вот это. Мы должны мудры на этой земле. Должны сострадать, существовать, сорадоваться, совместно охранять это нашу землю. Вторым и более древним верованием является у тувинцев шаманизм. Буддизм и шаманизм в Тыве никогда не враждовали. Что эти религии тесно сплетены, хорошо видно на местах обычных поклонений, например, на горных перевалах. Шаманская аваа соседствует с буддийской стеллой. Останавливаясь, тувинцы вначале просят благословения у духа, хозяина горы, добавляют свой камень в общую груду или подносят еду, а после идут молиться Будде.
В это время местная пищуха решила проверить, что принесли духу. Вылазка была не напрасной, а хозяин горы вряд ли рассердится на зверька. О тесной связи тувинцев с природой говорит и их отношение к аржаанам. Аржааны – это минеральные источники. Почитание аржаанов известно и у других соседних народов, но в полной мере оно сохранилось лишь в Тыве, во многом благодаря прочности традиций, меньшей степени урбанизации, экологическому благополучию природной среды и, конечно же, чистоте природных вод. Летом тувинцы семьями приезжают и живут возле источников. Перед принятием воды проводится обряд освящения. На можжевеловых щепках разводится огонь. Все стороны света окропляются молоком. Сейчас различные лечебные свойства аржаанов доказаны научно, а тувинцам они были известны очень давно. Псунурская котловина – юг Тывы. Здесь все же теплее, чем в других районах, поэтому местные чебаны еще не думают о перекочевке. А на севере в горах уже пошел снег. Это значит, настала пора менять кочевье. Дело в том, что когда горы покрываются снегом, холодный воздух спускается в долины. От пронизывающего ветра в степи не скрыться. От него можно спастись только в горных ущельях. К тому же сейчас там больше корма для скота. В году у тувинцев бывает 3-4 перекочевки. Весной после зимних стоянок чебаны спускаются вниз, в долины. Летом поднимаются высоко в тайгу, где меньше насекомых и не так жарко. Осенью снова в степь. Все зависит от погоды, состояния пастбищ и места кочевий. У чебанов, пасущих скот в основном в горах, перекочевок больше. Все же горные пастбища не такие обширные, как в долинах. У горной речки Алды-Ишкин находится осенняя стоянка семьи Андаров. Сегодня они собираются откочевывать на зимовье. Кочевка собирает всю семью. Все же это особое событие в жизни чебанов. Последний обед в почти опустевшей юрте. За ним нужно вспомнить все радостное, что было на этой стоянке, а все грустное забыть. Нужно поблагодарить землю, на которой прожили эту осень. После начинается разборка юрты. Скорость, с которой это делается, убеждает, насколько удобный вид жилища изобретен кочевниками. В их действиях все слажено.
Движения отточены, как при исполнении хорошо поставленного танца. Еще бы, он отработан веками. Все, юрта разобрана. Ее детали погружаются на лошадей, после собирается стадо и в путь. Осень в горах Тывы — изумительное время. Все окрашено в желто-розоватые тона, готовящихся к зиме лиственниц и пожухлой травы. А тишина стоит такая, что, кажется, можно услышать, как с лиственниц сыплются иголки. На некоторых деревьях можно увидеть такие необычные гирлянды. Так пастухи заготавливают сено на зиму. Траву связывают в косички и забрасывают на ветви, чтобы его раньше времени кто-нибудь не сживал. Сена немного, но больше и не надо. Его готовят, чтобы зимой подкармливать молодняк или ослабших животных. Взрослые же и здоровые питаются сами, разрывая траву из-под снега. Горные реки, нагревающиеся в течение жаркого лета, снова приобрели строгую холодность и прозрачность, украсив свои берега поспевшими ягодами облепихи. Берега одной из таких речек станут пристанищем чабанов. Перекочевывают обычно недалеко, на 10-15 километров. Вот место, где семья зимовала и в прошлом году. Ничего уже строить не нужно. Все готово. Необходимо только развести огонь, установить очаг. Из отары выбирают барана. Сегодня будет праздничный ужин.
пора собирать юрту. Складывается она так же быстро, как разбирается. В это время глава семьи начинает обряд освящения. Нужно и спросить расположение духа этого места. Жить здесь долго, до весны. Если человек добрый и ведет праведную жизнь, он сам становится хозяином этого места, и никакие злые духи не смогут ему навредить. Adı üstü şiner mi arazın hayrakan sanın altı acını açal var buranın adım açılırlarım Allah şükürlerim hayrakan şirin arar. Юрта собрана, да и ужин, кажется, готов. А после ужина один из молодых родственников начал петь. Он поет о своей жизни, о красоте родной земли, о той свободе, какая есть у людей, живущих на ней. Однако не все тувинские скотоводы кочуют. Мы отправились на восток республики, к верховьям Каахема, Малого Енисея. В одном месте через реку нужно переправляться на пароме оригинальной конструкции, без мотора. Паром прикреплен к тросу, протянутому между берегами. Движется он за счет силы воды, упирающей в лопасти. Правда, у берегов течение слабое, и когда дует сильный обратный ветер, паром не ходит, потому что не может пристать. Люди могут ждать на берегу сутками. В этот раз обошлось. Жизнь здесь и вправду течет по другим законам. И тувинцы здесь живут другие. Если кочевники открытые, общительные, то таежные тувинцы более скромные. У них нет больших отар, они вообще не держат овец. Из скотины несколько коровок и лошадей, живут охотой и рыбалкой. Чтобы разговорить, их нужно как-то расположить, например, угостить сигаретами. Тогда и начнется беседа. Хозяин расскажет о таежных новостях, о том, кто был здесь. Впрочем, люди бывают здесь очень редко. Порой разве что заедут охотники или геологи-золотоискатели. Не просто жить в лесу. И кажется, что эти люди представляют какой-то другой народ. Но нет. Это тоже тувинцы, и живут они здесь испокон веку.
Просто снова нужно вспомнить о связи тувинцев с природой. А если природа Тывы так разнообразна, так же различаются ее жители. Вообще же, быт лесных тувинцев очень схож с бытом живущих в этих краях старообрядцев. Староверы – особая тема Тывы. Очень давно они начали подниматься вверх по Енисею в глухие места, уходя от настигающей их цивилизации. Их деревни обычно находятся на той стороне реки, куда нет дорог. Но и из этих деревень семьями они уходили еще дальше, устраивая в тайге заимки. Мы побывали в одной такой заимке. И глава одной из семей, Петр Сасин, опроверг многие наши представления о староверах, в частности, о их нелюдимости и малообщительности. У нас тут безветренно постоянно. Ветров нет. И даже вот 40-45 градусов, у нас 45-47, ниже не опускалось. Но ощущаешь себя нормально, потому что вроде бы крепкий, в лесу аж деревья, как говорится, сучки ломаются. Вот. Но сухо, ветра нет, нормально переносишь мороз. Вот наши лошади, поля. Найди сюда. Иди ко мне, иди. К машине боишься подходить. Иди ко мне. Иди. О, как тебе первый снег, дорогой? Не нравится, да? Без снега лучше. Это-то еще не снег. Это действительно еще не тот снег, и морозы еще впереди. Но зима уже началась. Началась она и в центральной Тыве. Густой снег засыпает зимние стоянки чабанов. Еще один кочевой сезон окончен. Еще один круг завершен. Только через 6 месяцев будет следующая кочевка. 6 месяцев зимы, холода, ожидания и надежды.